Вы когда-нибудь забывали о дне рождения близкого человека? Вы не одиноки, я тоже это делал. Это ужасное чувство, правда? Но сегодня мы послушаем историю о брате и сестре, которые вместе решают эту проблему. И знаете что? 90% людей, которые учат русский язык, не знают слова из этого диалога. А эти слова самые важные для жизни в России. Слушайте внимательно, повторяйте, и вы запомните все. Кстати, маленький факт. В России день рождения – это очень важный праздник. Именинник сам накрывает стол для гостей. Да-да, не гости приносят еду, а именинник готовит угощение. Это удивляет многих иностранцев, но это русская традиция. Итак, давайте начнем. Слушайте диалог. Он простой и медленный. Вы все поймете. Привет, Кирилл! Что ты делаешь? Привет, Лена. Я думаю. О чем ты думаешь? Я не знаю, просто думаю. А ты? А я думаю о бабушке. Кирилл, скоро ее день рождения. Ой, день рождения бабушки. Я забыл. Ничего страшного. Теперь ты помнишь. Да, помню. Спасибо, Лена. Нам нужен подарок. Да, нам нужен очень хороший подарок. Что мы купим? Давай думать вместе. Что любит бабушка? Бабушка любит смотреть телевизор. Давай купим новый телевизор. Кирилл, телевизор – это очень дорого. И у нее уже есть телевизор. Он работает хорошо. Да, это дорого. И ее телевизор хороший. Ты права. Между прочим, интересный факт. Русское слово «телевизор» пришло из двух языков сразу. «Теле» — это греческое слово «далеко», а «визор» от латинского слова «видеть». Телевизор — это буквально «видеть далеко». Красиво, правда? Что еще она любит? Бабушка любит цветы. Давай купим красивую вазу. Вазу для цветов? Это хорошая идея. Да, большую белую вазу. Но, Кирилл, посмотри туда, Куда? на полку. Что стоит на полке? Это ваза? Да, и у бабушки дома есть еще 3 вазы. Да, ваза нам не нужна. А вы знаете, что ударение в слове «ваза» падает на первый слог «ваза», но во множественном числе «вазы» ударение не меняется. Это легко. Не все русские слова такие добрые. Думай, Кирилл, что она делает каждый день? Каждый день. Она готовит суп, она готовит пирожки, и она пьет чай. Она очень любит пить чай. Точно, чай. Вот вам еще один факт. Россия – одна из самых чайных стран в мире. Русские пьют чай утром, днем, вечером и даже ночью. Фраза «давай попьем чаю» в России означает не просто чай. Это значит «давай поговорим, посидим вместе, проведем время». Чай в России – это целая культура общения. Давай купим новый чайник. Это отличная идея, Кирилл. Ее старый чайник работает плохо. Да, старый чайник работает медленно. Новый чайник – это замечательный подарок. Какой цвет мы выберем? Может быть, зеленый чайник? Зеленый – красивый цвет. Но кухня у бабушки желтая. Зеленый и желтый – не знаю. Тогда красный. Красный чайник на желтой кухне – это очень красиво. Да, я согласна. Мы купим красный чайник. Кстати, красный цвет в русской культуре особенный. Слово «красный» раньше означало «красивый».
Поэтому главная площадь в Москве называется Красная площадь. Это не красная по цвету площадь, это красивая площадь. А выражение «краснодевица» в старых русских сказках значит «красивая девушка». И это не все, Лена. Что еще, Кирилл? Мы купим вкусный черный чай и зеленый чай. Отлично. Чайник и чай. Прекрасно. И еще 3 красивые чашки. Зачем 3 чашки, Кирилл? 1 чашка для бабушки, 1 чашка для тебя, Лена, и 1 большая чашка для меня. Ах, Кирилл, ты всегда думаешь о себе. Нет, я просто люблю пить чай с бабушкой и с тобой вместе. Это очень мило. Хорошо, я согласна. Мы купим красный чайник, чай и 3 новые чашки. Бабушка будет очень рада. Да, а теперь, Кирилл, пойдем в магазин. Идем. Вот и все. Вы все поняли? Я уверен, что да. Этот диалог простой, но в нем очень полезные слова и фразы. Нам нужен подарок. Давай думать вместе. Я согласна. Пойдем в магазин. Вы будете использовать эти фразы каждый день. Многие люди годами учат русский язык и не могут говорить. Знаете почему? Потому что они учат только грамматику. Но язык — это не только правила. Язык — это жизнь, это ситуации, это эмоции. Слушайте диалоги, повторяйте, и вы заговорите. Напишите в комментариях, какой подарок вы бы купили для вашей бабушки. Я прочитаю каждый комментарий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в следующем видео.